Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка «Экстренная психологическая помощь. Сама себе психолог». Там собран мой психологический опыт, который сделает вас неуязвимой для манипуляторов и хейтеров. Я создала этот плейлист, чтобы каждая из вас могла починить свою самооценочку, выстроить жесткие границы и стать более счастливой. Итак, тема сегодняшнего расклада – сбой матрицы. Кого же бесит твоя свобода и почему твое неудобство для них как кость в горле? Сегодня мы узнаем, кого, собственно, задевает твоя свобода. Кто это? Мужчина, женщина? Что именно в тебе этого человека так триггерит, да? Какое твое качество вызывает эту реакцию? И почему это вызывает раздражение? Внутренние причины. Что движет этим человеком? Это зависть, страх выйти за рамки, подавленные какие-то его желания, ощущение потери контроля. Почему это вызывает такое раздражение? И, наверное, посмотрим, как же это проявляется. Это может быть в виде критики, обесценивания, пассивная агрессия, попытки как-то вас ограничить. Извините. Сейчас все узнаем. Первое, мы смотрим с вами, кто же этот человек, кого задевает твоя свобода. Какой этот человек? Тип человека – это контролирующий какой-то. И тут вышла карта токсично и невозможно, да? Зависимый от мнений. Тот, кто живет по правилам или ожиданиям. Кто этот человек вообще? Кого сейчас задевает твоя свобода? Капец, карта принц. Мужчина вышел. Да? Смотрите, вопрос, кого задевает твоя свобода? И картина маслом вышла. Принц вышел, мужчина, который сам по себе довольно-таки ресурсный, интересный. Тут и наличие интеллекта, и, в принципе, наверное, внешность привлекательная, харизматичный. При этом мужчина сам по себе по карте эволюция, стремится развиваться, как минимум не сидеть на месте, может быть амбициозный, там чему-то обучается, осваивает, там новые навыки какие-то у него, может быть, там род деятельности пытается там поменять. Повторюсь, такой карта эволюции, это в общем по поводу его развития. Это такие, как, знаете, как вам сказать, это его, хотел сказать, жизненная кредо, да, не останавливаемся. Ни шагу назад, ладно. Но тут в чем нюанс? Этот мужчина, этот принц, тот самый. Первая карта невозможно, может быть, с вами быть во взаимоотношениях. Тут карта, следующая карта ядовито-токсично. Следующая карта, карта друзья. Но тут, видите, мальчик, девочка, они улыбаются, смеются. Это говорит о том, что для него вот эти искренние какие-то эмоции, которые он проживал с вами, испытывал с вами, это настолько его, как сказать, вот где-то задело, где-то на него оказало такое влияние, он это не забыл. Может быть даже, знаете, эти эмоции, они настолько для него, как вам сказать, эксклюзивны, да, вместе с вами, вот то, что он проживал. С другими он этого не испытывал. Может быть, другие какие-то эмоции испытывал. А вот это, это самая искренняя карта, я считаю. Это вот как ребенок. И где-то он с вами чувствовал себя таким, ощущал. Опять-таки, тут рядом карта верность, а тут карта токсичность и карта невозможно. У кого-то вот это все сочетание. Это по поводу того, что, может быть, вы не свободны, он не свободен. Да? Невозможно быть во взаимоотношениях, хотя хотелось бы вот этих всех ощущений. Но у кого-то карта верность, уже он несет ответственность, у кого-то, опять-таки, карта токсичность и невозможно, может навредить эта связь,
вам, ему. Тоже такое может быть. И дальше, так интересно, мужчина, вот карта, вот мы смотрим, какой-то человек, он контролирующий, зависимый от мнений, а тот, кто живет по правилам или ожиданиям, скорее всего, этот человек живет по своим каким-то правилам. При этом он хорошо знает законы социума, в котором он обитает. Скорее всего, он научился где-то подстраиваться. Адаптировался уже прекрасно. При этом из этого какие-то бонусы извлекает. Но тут еще, смотрите, свинью подложили ему. Карта свобода. Это о чем? О том, что человек бы где-то хотел бы пойти наперекор этим правилам. Он хотел бы быть, может быть, свободным, может быть, в принятии каких-то решений. Свободным для чего? Для того, чтобы где-то, может быть, позволить себе быть вот этим ребенком, открытым. Тут, знаете, вот где-то даже пойти наперекор, может, каким-то общественным правилам, морали. Вот отпустить это все к чертовой матери. Так вот. И жить так, как душа его. Вот, к чему его душа тянется. Но тут свинью подложили, и как будто бы ощущение такое, знаете, ну, это, конечно, было бы классно, стать свободным, эти крылья расправить, может быть, даже из этого какого-то замкнутого круга сбежать, улететь, но не получится. Может быть, это даже мужчина был по-своему счастлив. Я не говорю, что тут в каком-то болоте. Ну, тут какая-то, может быть, рутина, день сурка. И он был в этом счастлив. Может быть, тут принц, тут материальная какая-то стабильность. Свой какой-то мир уже налаженный, да, как механизм, вот жизнь. Личная жизнь там со своими, понятно, плюсами, минусами. Ну, как будто бы все уже так было выверено, налажено. И тут я так не удивлюсь, если неожиданно для себя этот мужчина познакомился с вами, что он тут никаких даже планов не строил. Но как-то мне получается, что чем-то вы его тут задели. Не знаю, чем выступающим, да, выдающимся своими частями. Получается, он тут как задумался о своей свободе, несвободе, об этих эмоциях, о том, как это все реально совместить, несовмещаемое. Невозможно. Первая карта мне показана, невозможно находиться вот в таком каком-то состоянии, в котором, или во взаимоотношениях, опять-таки, с какой-то женщиной, с которой он бы хотел находиться. Фух, как-то так, девочки. То есть этого человека задевает твоя свобода, этого мужчину. Он тут 100% контролирующий. Он привык контролировать не просто свою жизнь, но, скорее всего, по карте принц тут может быть даже какой-то архетип а-ля начальника, командира какого-то, да, 100% он привык контролировать все. А тут пошло все как-то совсем не так, как он привык. Вот, собственно, у меня такая как сигнификация этого мужчины вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Следующее смотрим, что именно этого мужчину в тебе триггерит. Какое качество вызывает реакцию? Твоя независимость, твоя прямота, твой отказ где-то подстраиваться, может быть, под какие-то его запросы, правила игры, да, ваша внутренняя опора на себя. Что именно в тебе триггерит этого мужчину? Что бесит в тебе, да? Угу. Ух ты, белая ворона. На прямых. Он, смотрите, что бесит. Вы вообще для него непонятны. Белая ворона. Он говорит, были разные, допустим. Интересовался разными, да, там, может, влюблялся, может быть, там, цепляли чем-то. Ну, такой своеобразной не было. Белая ворона. При этом белая ворона по карте закрываетесь вы щит. Вы для него и белая ворона, и черная ворона. Я имею в виду много... Он о вас не знает, да, он домысливает. И как будто бы вы тут отчасти можете даже
закрываться от него по разным причинам. Может быть, действительно не хотите больше общаться или не видите смысла там открывать перед ним свою душу. У кого-то тут уже потеря, утрата была, ну, это вы кого-то потеряли в прошлом, да, может, взаимоотношения, вы так считали, с этим мужчиной. Ну, вот тут на ментальном каком-то этом плане, смотрите, мужчина, он как призрак, да, какой-то, как фантом. Ну, скорее всего, это его так можно считать. Он вцепился в горло этой женщине, а женщина уже может проживать то ли с другим мужчиной, то ли пытаться выстроить отношения с другим мужчиной. Но нюанс в том, что и эта женщина, этот фантом поддерживает. Где-то можете вы память об этом товарище, вот, на которого мы смотрим, где-то он у вас сидит в подсознании, в печенках еще где-то сидит. История до конца не то, что там не прожита, но какие-то нюансы, да, вот что-то еще до конца не отпустила. Может быть, даже какой-то фильм там смотрите, ты думаете, вообще я забыла про него, нафиг надо там. И слава богу, было и прошло. А тут какой-то, может, кинофильм, да, правда, смотрите, и тут как мужчина, типаж какой-то похож, глаза, да, поворот какой-то, может быть, головы. Ну, что-то как-то вот, может, тембр голоса. Вам может напомнить, и вас так, хоп, сердце ёкнет. И до вас дойдет, бог ты мой, я даже не ожидала, что меня еще не попустило, оказывается. Ладно, мы вообще-то смотрим, что его триггерит вас. Вот. И тут мы видим, самое главное, что его подбешивает, это ваше на данный момент тут позитивное какое-то отношение вообще к жизни. Из той серии женщина, может, и пережила тяжелые там потери, утраты, может, предательство, но при этом, знаете, вот точно как у меня в голове, вот эта вот фраза постоянно, тут я через раз смотрю сигнификацию, у меня в голове врешь не возьмешь. Как будто бы, чтобы не было в моей жизни, я научилась там собирать себя по кусочкам и не давать себе, как вам сказать, повода даже усомниться в том, что в моей жизни что-то тут будет плохое, да, все прекрасно, это мои уроки, я иду дальше, тут карта гармония, и впереди карта парусник. Вы открыты для всего прекрасного, замечательного. По карте гармония, повторюсь, как собрала женщина сама себя. Сама себе, может быть, как вам сказать, ну, тут сами себе карманный психолог, да. Более того, тут уже вы не просто, знаете, какую-то информацию получаете, скорее всего, вы ее применяете, скорее всего, вы научились уже менее эмоционально реагировать на, опять-таки, какие-то потрясения. Может быть, вот эти вот появления из прошлого каких-то товарищей. Как будто бы опыт уже есть, уже навыки есть. Как, я повторюсь, как-то реагируете вот на эти ситуации уже не так резко, не так болезненно для вас. По карте компас учитесь. Ну, где-то противостоять, где-то вот мудрость даже житейскую уже, наработанный этот опыт применять. Ваше основное вот, качество вызывает его вот такую негативную реакцию, бесит просто. Это опять-таки ваша, с одной стороны, независимость, ваша, тут я не знаю даже, как вам сказать, по белой вороне, это эксклюзивность какая-то, да, это ваша непохожесть ни на кого. Соответственно, если он может быть с другими женщинами, уже какой-то алгоритм у него налажен, там, общение, может даже манипуляций каких-то, может быть, вот правила игры ему легче как-то устанавливать или, ну, опять-таки, делать так, чтобы женщины соглашались на какие-то условия, то с вами тут по белой вороне ему трудно, ему непонятно. Мало этого, еще вы защищаетесь, закрываетесь. Трудно во всех смыслах к вам найти подход. Может быть, вы даже дали понять, пожалуйста, общайся, давай в открытую, честно. А вот через какие-то манипуляции, через какие-то там непонятные многоходовки мне так не нужно. Вот это, мне кажется, вы тут протранслировали. Еще, наверное, какая-то даже ваша прямота, непохожесть ни на кого.
и отказ подстраиваться под его вот эти вот какие-то тут запросы. Внутренняя опора 100% он это считывает ваша. А еще вот эта вот карта дерева, это история о том, что, скорее всего, он понимает, что у вас есть близкие люди, которые вас любят, вас поддерживают, которые для вас той опорой тоже могут являться. И вы для них являетесь этой опорой. То есть, ну, видит он вас, эту силу. И это, знаете, какая-то непоказная такая сила. Это то, что, может быть, даже вы на публику не выносите, да, там какую-то нежность по отношению к близким, заботу, поддержку. Это скорее в поступках ваших проявляется. Это уже как, знаете, если человек с вами сблизился, да, он узнает вас ближе, то тогда вы можете открыться, даже какие-то истории там, можете там про себя рассказать. Вот тут такое вот. И, скорее всего, вот это все почему-то его это, не знаю, подбешивает. А почему? Потому что, ну, элементарно, повторюсь, проще манипулировать, управлять теми людьми, у которых нет этой опоры на себя, нет поддержки со стороны близких, нет понимания, куда идет женщина, зачем. Такое, как будто бы ей нужно извне опору эту искать. А у вас это все есть, в вас самой. Мало того, тут вы еще по белой вороне такая личность, которая тут может озадачить так его, что рядом с вами он себя почувствует каким-то пустым, непонятным. Особенно если он, знаете, привык подстраиваться под какие-то законы социума, ну, так называемые, да, скажем так. Улыбки вот эти фальшивые какие-то. Но при этом он привык так выживать, зарабатывать, может быть, деньги, приумножать доход. То рядом с вами он может себя почувствовать, как вам сказать, ну, действительно, каким-то лицемером. В плохом смысле человеком, который, ну, пытается как-то, ну, в воздухе даже переобуваться, да, человек, который меняет личины, человек, который, ну, неискренний, мало, это так слабо сказано, я просто не хочу никого обижать. Как будто бы он может себя почувствовать таким, ну, как скользким, как вам сказать, скользкий какой-то. Это какие-то такие характеристики, которые не хотел бы, наверное, в себе человек, он это считывать. Вполне возможно, он себя до общения с вами, тут он оценивал там как успешный предприниматель какой-то там, в принципе, человек, который и там успел, и все он умеет, и к чему стремится, там цели ставит, достигает. Но какими методами, что за этим стоит? Вот, скорее всего, он об этом особо не задумывался. Тут какой-то такой нюанс у меня всплывает. Теперь мы дошли, почему вызывает раздражение. Вы вызываете раздражение, ваша какая-то неудобность, да, ваша свобода. Почему это вызывает раздражение? Какие внутренние причины? Это зависть, страх выйти за рамки, подавленные желания, ощущение потери контроля. Почему это вызывает раздражение у этого мужчины? Подарок. Ух ты, повешен. Ух ты, счастье. Карта. Ага. Ну, давайте так. Тут несколько причин, сразу вам скажу. С одной стороны, даже это зависть к тому, что вы можете находиться в этой гармонии, быть самой собой. Вот он говорит, а у меня слишком много на кону поставлено. Я уже слишком, может, заигрался. Уже эту маску какую-то прицепил, да, меняю эти маски, они как врослись, срослись со мной, может быть, с одними людьми, с одним контингентом. Я вот такой, с другими я вот такой, как будто бы. А где я настоящий, я уже и забыл. Что-то тут такое тоже может быть. Это страх выйти за рамки. Ну, он тут даже не могу сказать, что это страх. Но, скорее всего, это ощущение такое, что, ну, как знаете, как винтик в какой-то системе.
И уже он с этой системы, если он выйдет, то он очень много потеряет, в том числе материального, в том числе даже принадлежности к этой системе. Но он точно этого не готов делать. Но при этом он понимает какие-то нюансы, что вот, допустим, те эмоции, которые он тут неожиданно для себя к вам начал испытывать, скажем так, они не совсем уместны в том обществе, в том, как вам сказать, с теми людьми, с которыми он там общается. Вы как чуть-чуть не вписываетесь, мягко говоря, в тот круг общения, в котором, ну, он постоянно там, ему приходится там коммуницировать, выстраивать какие-то отношения. Ну, вот тут такое мне идет. Еще подавленные желания тут 100% есть. Ощущение потери контроля тоже есть. Почему я так говорю? Потому что вы пришли для него, явились, да, на пороге. Вот такой подарочек, который подарок небес. Он и не просил, может быть, подарок такой, а ему дали такой подарок. И теперь он не знает, что с этим всем делать. Опять-таки, тут вот эта карта, она как повешенный, отчасти тут утопленник, повешенный, как эта карта считывается. Это история о том, что отказаться совсем от вас, от мыслей о вас, ему не хотелось бы, но при этом такое ощущение, ну а как вас в свою жизнь вот вписать, да, тоже он не знает до конца. Что ему как будто остается, это только вот где-то подсматривать за вами, вашей жизнью там как-то интересоваться. Это вот отчасти тоже вызывает раздражение. Он чувствует себя очень неуютно, неустойчиво. Тут, видите, изображена на этой карте вот эта вот женщина, которая, дамочка, да, такая, она сидит на этой жердочке, в любой момент она может шандарахнуться вниз. Неустойчивое положение. Как бы даже он толком, может быть, не знает, как к вам проявиться. Почему? Потому что он вас считывает, опять-таки, по этой карте гармония, что у вас все хорошо, вы гармоничная личность. Вы, может быть, не находитесь в вот этом раздрае, там, в этих каких-то противоречиях внутри, там, желания ваши и там душа ваша там о чем-то там кричит. Скорее всего, вы, то ли обуздали какие-то ваши тут эмоции, то ли пришли действительно в гармонию, разобрались со многим. По крайней мере, может быть, не предали сами себя. А у него чуть-чуть другое видение этой ситуации по поводу него. У него, скорее всего, его внутренние там какие-то демоны, ангелы, это все у него как какое-то, знаете, постоянно какая-то борьба, противоречие, ощущение такое, как будто бы он очень неустойчив. Вообще, как будто бы он за вами подсматривает, но что дальше? Что с этим вообще делать? Он не может понять. И при этом, может быть, даже он неожиданно, повторюсь, для себя испытывает вот эти вот какие-то нежность карта. Какие-то эмоции, которые тут в 15-16 лет такие вот люди испытывают. Первое, что чистое, нежное такое, то, что, знаете, еще не испорчено какими-то негативными, может быть, там, не знаю, там, опытом, предательство. Вот что-то такое вот какие-то. И он говорит, я мог бы быть с ней счастлив. Я ни с кем, может быть, этого не испытывал. Но дальше карта предательства и подлости. То есть мужчина за спиной держит этот кинжал. Это история о том, что, может быть, даже осознанно в отношениях изначально с вами, как минимум у него были двойные какие-то стандарты. Как минимум он о чем-то умалчивал. Как минимум он на вашу вот какую-то открытость, на ваше желание, может быть, да, открыть свое сердце, душу ему, он юлил, хитрил и где-то о чем-то умалчивал. Вот так вот что-то мне идет, девочки. То есть подавленные желания тут есть, ощущение потери контроля тоже есть. Выйти за рамки он не готов. Завидует тому, что вы можете быть в этом какой-то гармонии, ему кажется, вот вы искренне, непосредственно, и вы можете себе это позволить. Он себе этого позволить не может.
Последнее смотрим. В чем это все проявляется, да? Вот мы узнали, кого бесит твоя свобода. Прям карта свободы переворачивается, смотрите. Почему твое неудобство для этого человека, как кость в горле. И как же это все проявляется? В качестве критики, обесценивания, пассивная агрессия, попытки ограничить. У кого-то это проявлялось. Ух ты, луна, черная кошка, ага, сердце, позиция, паук. Давайте так, тут у кого-то тут прям целый спектр. Выбирай, что хочешь. Смотрите, у кого-то тут карта оппозиция. Вы действительно могли выяснять отношения. Каждый отстаивал свою точку зрения. Может быть, вы тут пытались доказать, со мной так можно, со мной так нельзя. Он тут в ответ тоже что-то вам тут пытался. То есть тут агрессия, она даже не особо и пассивная, но пассивная тут 100% тоже есть. Критика, ну не знаю насчет критики, может быть отчасти. Самое главное, что мне тут идет, это первое, как это все могло проявляться. Этот человек много утаивал. Вообще он как мутный какой-то. В нем столько скрытого всего. Смотрите, луна, рядом черная кошечка. И дальше идет карта мужчины, который это свое сердечко замораживает. Он делает хрустальным. То есть этот мужчина вообще мог вам не показывать своих эмоций. Причем он осознанно их гасил. Осознанно скрывал. Осознанно как будто обесценивал. Мог вам вообще показывать какую-то холодность, отстраненность. Мог очень много информации по поводу себя, своей личной жизни, своей какой-то семьи. Это все он мог утаивать, замалчивать. Мог вас даже по луне, это зависимость, зависимые отношения. Мог даже вот как, знаете, какими-то полунамеками, тут манипуляции могут быть. Даже человек мог вас к себе привязывать, давать вам надежду какую-то, знаете, вот такие шансы типа призрачные на то, что может быть, что-то может быть. Но при этом, если вы там попытались как-то более конкретно сблизиться там или наладить контакт, он мог тут резко как отмораживаться. Вот замороженное сердце. Типа, я тебе ничего не должен. Тут что-то из этой серии. У кого-то, у того, кого семья, то человек не готов был уйти из семьи, не готов тут чем-то даже особо рискнуть, но при этом и вас особо терять не хотел. И я не могу сказать, что тут прям продумана эта вся схема, хотя тут семья — это паутина и неустойчивое положение. Это история о том, что для него, кстати, вот наличие его семьи тут и может иметь даже какие-то двойные, как это сказать, вторичные выгоды еще тут могут быть от нахождения его в семье. С одной стороны, у кого-то это материальная свобода, материальные какие-то блага, да, у кого-то это там общий бизнес там в семье, да, там, не знаю, материалка, недвижимость, еще что-то. Но тут еще, как знаете, можно где-то флиртовать, где-то можно какие-то такие романы заводить, да, увлекаться кем-то, при этом, ну, я не свободен, а ты знала, что я не свободен. У кого-то прям так может проигрываться, девочки. Так, ладно. То есть в чем это все проявлялось? Это вот, повторюсь, в каком-то замалчивании, хитрости, обесценивании. При этом осознанно человек играл вот этой вот в ледяного какого-то тут принца, который на самом деле вроде бы ничего к маме не испытывает, да, хотя вы смотрите, ну, с одной стороны, вроде человек, вы видите, да, вы интересны ему как минимум, да, и тут вот такие эти созависимые отношения, это 100%. Тут он не совсем это мог себе это контролировать, я вам хочу сказать. Вы по каким-то вторичным могли даже как это признакам считывать, что да он же реально на меня реагирует, я вижу. Но при этом тут какое-то отмораживание. И даже попытки ваши какие-то, может быть, узнать для себя, что, собственно, происходит, да, могли вызывать тут агрессию, непонимание. Тут, я же говорю, тут из ряда обесценивания тут даже больше, тут как газлайтинг. Чуть ли не вы чувствовали, что у вас что, крыша едет. О чем?
почему так странно, ну, из вас могли сделать, да, как не совсем нормальную женщину, вы думаете, да что-то я не то, наверное, понимаю, я вообще тут ни черта не понимаю. Ну, как-то так, вот это вот неустойчивое ваше какое-то положение, а тут причина, одна из причин, потому что, знаете, вы привыкли более открыто, честно, может быть, там, выстраивать отношения, ну, или даже, по крайней мере, понятно как-то более. А у мужчины по-другому, он привык тут, ну, или не хотел терять то, что есть, у него то, что было. Тут тоже такое может быть, да. То есть в чем это могло проявляться? Это в обесценивании даже в первую очередь того влияния, которое вы на него оказали реально. Он тут осознанно это сердечко свое замораживал. Попытки ограничить это с вами общение, попытки, может быть, вернуть контроль над ситуацией. Это тоже сюда. Пассивная агрессия тоже сюда все. Да, вот как-то так это все могло проявляться, девочки. И нас задевает не чужое поведение, а то, что оно в нас активирует. Если чья-то свобода вызывает раздражение, это всегда про внутреннее ограничение, с которым человек не справляется. Но попытка сделать тебя удобной – это способ вернуть себе ощущение контроля, а не про реальное взаимодействие. То есть этот мужчина реально мог пытаться вас как-то в какие-то рамки, границы подвинуть, заставить вас играть по своим правилам, сделать вас удобной, понятной для себя. Ну и опять-таки, это не про реальное взаимодействие. И здесь важно не вступать в вот эту вот динамику. Потому что как только ты начинаешь подстраиваться, ты теряешь свою точку опоры. А твоя свобода – это не вызов другим. Это твой способ жить. Это ты. Ты такая, какая есть. Идеальная, замечательная, неповторимая, да, прекрасная. Белая ворона, не похожа ни на кого другого. Это твой способ жить. Если для кого-то это становится костью в горле, это совсем не сигнал меняться. Это сигнал, что ты вышла за пределы чужих ожиданий. И обратно возвращаться уже не нужно, 100%. Все, мои хорошие, такой сегодня был расклад. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.